Приветик, приветик. Девочки, очень рада, что вы снова подключаетесь. Сегодня у нас опять эфир, неизвестно на какую тему, будем разбираться по ходу дела. Если у вас есть вопросы, хотя, может быть, я рано это говорю, потому что еще не все подключились желающие. Приветик. Но если у вас есть вопросы по поводу интенсива, может быть, пряжи, может быть, по поводу подготовки к интенсиву, вы спрашивайте сейчас, потому что я думаю, что этот эфир тоже можно каким-нибудь полезным делам посвятить, не только болтать о чем попало, но еще и, может быть, осветить какие-то для вас важные темы. Поэтому спрашивайте. Сейчас я уберу зарядку. Уже многие девочки, кстати, оплачивают, записываются, уже полным ходом идет подготовка. Знаю, что многие купили пряжу. Я, вы знаете, вдруг резко передумала. Я хотела вязать из одной пряжи в свитерок в интенсиве, но как-то я вдруг неожиданно передумала, и, возможно, я буду вязать из другой. Но потом вам расскажу уже во время интенсива, когда уже точно определюсь. Пока я так, знаете, присматриваюсь. Ну, присматриваюсь из того, что у меня есть. То есть что-то новое я точно покупать для интенсива не буду. Мне кажется, это уже слишком как-то расточительно. Привет, Саша. Ой, Соня, привет. Так, вы уже вяжете, я еще без пряжи. Нет, у нас начинается интенсив, скорее всего, 18-го. Ну, не скорее всего, давайте так пока и будем ориентироваться, 18 декабря. Пришла не та и мало, я в расстройстве. Ой, а как это не та пришла? То есть положили не ту, либо не такая, не такого внешнего вида, как ты представляла. Приветик, Елена, здравствуйте. Какую пряжу кто купил для интенсива? Да, кстати, напишите, кто купил уже пряжу, напишите какую, либо кто запланировал участвовать и кто точно знает, какую пряжу хочет, тоже напишите. Очень интересно, кто из чего будет вязать. Мне, например, очень любопытно, и я с удовольствием тоже, может быть, что-то, какие-то пометочки себе сделаю, потому что сегодня обещала пост, я только сейчас про это вспомнила. Мы сегодня весь день в разъездах, вот недавно приехали, поэтому я и забыла. Ну, я думаю, что пост напишу, и не один. Вы знаете, я планирую много постов написать. Про пряжу для свитера. Приветик, приветик. Для свитера, который мы будем вязать в интенсиве. Ой, юху, я, может, успею. Соня, присоединяйся. Приветик, здравствуйте, здороваются девочки. Так, вот Соня пишет, заказала на глаз, но пришла не очень, и там тоже напутали, в общем, буду менять. Ну если они позволяют менять, то тогда хорошо. Фото есть свитера для интенсива. Я его еще вяжу. Процесс вязания буду показывать вам в Инстаграме. Но, в принципе, вы можете вязать абсолютно любой свитер. Я имею в виду любой узор выбирать. Самое главное, чтобы он был с точным рукавом, чтобы мы с вами вязали примерно одинаковую модель. Вот это да. А так, в принципе, вы можете выбирать что-то для себя. То есть не обязательно вязать так, как вяжу я. Но я понимаю, что вам интересно, поэтому я буду показывать обязательно. Я еще не купила. Так, ну еще есть время. У меня толстый меринос. О, это хорошо. Мне кажется, идеально толстый меринос и для ранов, и для интенсива, чтобы связать скоренько, и вообще для своей приятной работы. Потому что мне кажется, что когда вяжешь из толстой пряжи, то четко осознаешь, что тебе совсем чуть-чуть времени нужно для того, чтобы это все дело связать. Так, я тут думаю, что придется заказать еще. Наверное, буду покупать Газал XL или Rock'n'Roll. Э, Да, нормально, думаю, да, хорошо. Сашенька, я связала свитер, но совсем другой. Ой, покажите, конечно, мне будет очень интересно, что получилось. Покажите. Присылайте мне в директ фотографию, либо в Телеграм можете написать, если вы уже написали, хотя я, кажется, все сообщения читала. Сейчас я пододвинусь перед эфиром. Присылайте, можете в Телеграм скинуть. Приветик. Я купила, так, свитер для дочери, стопроцентная шерсть, для себя 70 шерсть, 30 акрил. Отлично, хороший состав для аранов. Ну, толщину еще, если можно, напишите. Где в Украине можно купить в интернет-магазине?
Смотря какую вы пряжу хотите, то есть насколько вы хотите дорогую пряжу. Напишите мне в директ, я вам скину ссылки на те магазины, которые я, на которые, за которые, вот так скажу, за которые я 100% могу ручаться. В одном магазине я покупала сама, когда мы еще могли покупать в Украине пряжу, в другом, другой магазин я знаю по выставке, я общалась с, ну, владельцем этого магазина, с девушкой. Так, приветик, приветик. Так, купила дропс Непал. Хорошо. Толстый меринос, какой фирмы и сколько на 44 размер нужно пряжи? Меринос можете любой покупать, потому что меринос настолько разный сейчас бывает. Он есть и дешевый, бюджетный вариант, самые популярные, там типа BBB, либо вот в Ализе вышел новый недополу меринос. Очень хорошие цены, я считаю, нормальные для мериноса упряжи Сиам. Ну, Дропс, нормальные цены на меринос. Это такие, знаете, мериносы, которые, я считаю, доступны всем. То есть, если вы планируете свитер хороший связать, но все-таки не хотите использовать какую-то турецкую пряжу, которую вы уже извязались, и вам уже хочется чего-то, шаг вперед сделать, знаете, какое-то движение, тогда можете выбирать вот этот меринос этих фирм, которые я перечислила. Если вы хотите там что-то покруче, тогда тоже очень много разных вариантов. Я, например, люблю меринос Катя. Вязала из мериноса Sandnes Garn, называется марка пряжи. Очень хороший меринос, он какой-то другой, не такой, как везде. То есть я привыкла в обычный меринос, качество примерно плюс-минус такое же, одинаковое. То есть вы его покупаете, берете в руки и понимаете, что вы уже где-то это трогали. То этот меринос немножко другой. Он какой-то, вы знаете, более мягче, более воздушнее, он немножко похож чем-то даже какой-то на вату, вот что-то такое, знаете, не слишком упругий, но в то же время он упругий, в то же время он меринос. То есть вы выбираете, насколько вам нужно дешевый либо дорогой меринос. Какое количество, все зависит, знаете, от чего? От многих факторов. Количество пряжи зависит, я еще буду об этом писать. Во-первых, это размер изделия и его длина. Если у вас размер маленький, вам хватит там 400 грамм, предположим. Если у вас свитер длинный, прибавляйте к этому значению. Если вы хотите свитер сантиметров 45 и это размер S, предположим, я увидела, что у вас 44, рассказываю как бы всем, тогда, ну, 100% вам там грамм 400 хватит. 300 хватит. Второй момент, от которого зависит количество пряжи, это узор, потому что одни узоры берут мало пряжи, другие узоры берут пряжи много. Если вы будете вязать саранами свитер, как я, с косами, с переплетениями, это узоры, которые требуют пряжи много, поэтому желательно прибавлять еще 100-200 грамм к тому, что вы уже сейчас себе запланировали. Если вы будете, наоборот, вязать какие-нибудь узоры, лицевую гладь, например, что еще может быть? Ну, может быть, какой-нибудь рис, может быть, ажуры. Ажуры вообще минимум берут. То есть, если где-то вы там хотите пустить ажурную полосочку, то 100% у вас уйдет совсем немного пряжи. Если лицевая гладь, то тоже немного. Если вы хотите суперсложный узор какой-то, где переплетение не просто косички, там между ними изнаночные петли. А если весь у вас свитер насыщен переплетениями, то есть, предположим, все петли лицевые, ну вот, например, как плетенка мы вязали шапку, там все в переплетениях, там нет свободного места даже. Тогда еще нужно больше пряжи. То есть вы можете еще плюс 100 грамм прибавить к тому, что вы уже посчитали. Если у вас большой размер, прибавляете еще плюс 100 грамм. Если большой размер, если у вас длинный свитер, если у вас косые раны, значит, вы прибавляете еще, и там может дойти до килограмма на свитерок, и это нормально. Третий пункт, который обычно влияет на количество пряжи, это
состав, забыла слово, это состав, потому что, сейчас, секунду, потому что есть пряжа легкая, есть пряжа тяжелая. Вот к тяжелой пряже относится как раз тот самый меринос, хлопок к тяжелой пряже относится, к легкой пряже относится все, что пушистое, воздушное, это мохер, это альпака, она пушистая, воздушная. Ну, например, полушерсть тоже не такая тяжелая, то есть все, что с акрилом, тоже достаточно легкое. Вот вы должны еще на это посмотреть. Если пряжа легкая, отнимаете 100 грамм, предположим. Если пряжа еще и тяжелая, то наоборот еще добавляете. То есть вы вот так сидите и себе планируете, сколько чего у вас должно получиться. Обычно я так и делаю. Стартовая, так сказать, начальная ставка это 500 грамм. 500 грамм это средний свитерок. Вот вы считаете, 500 грамм вам нужно на свитер. Вы худенькая, как я? Да. Значит, 400 грамм вам нужно. У вас будут косые араны? Да, значит, все-таки 500. У вас будет длинный свитер? Да, значит, давайте все-таки 600, чтобы был, там попу прикрывает, значит, 600 грамм. У вас пряжа легкая? Мохер, значит, отнимаете 100 грамм, все-таки 500. Или у вас пряжа тяжелая, можете прибавить еще, и у вас будет 700 грамм. Вот 700 грамм, и, предположим, хотите широкий свитер. Размер, я имею в виду даже не тот человек, на которого вы вяжете, а размер это, в принципе, ширина вашего свитера. То есть на меня вы можете связать свитерок, ну, на такую, как я, вы можете связать свитерок шириной 60 сантиметров, и это будет широкий свитер, это будет большой размер. И точно так же вы можете связать на 44 размер свитерок в обтяжечку, тогда это будет считаться маленький размер. Ну, то есть вот такими вот всякими действиями вы решаете, сколько вам нужно пряжи. Кажется, я все толщина, вот, еще один момент, скорее, это последний момент, толщина пряжи. Чем пряжа тоньше, тем ее нужно меньше, то есть у нее будет меньше метраж, ой, в смысле больше метраж, и, как правило, ее нужно капельку меньше. То есть на метраж мы, в принципе, смотрим в последнюю очередь. Если пряжа толстая, предположим, 100 грамм 100 метров, на нее нужно, на этой пряже на изделие нужно больше, расход будет больше, то есть вы можете еще добавить 100-200 грамм к полученному значению. Если пряжа тонкая, опять же, можете 100 грамм отнять. И вот такими плюс-минус у вас там как раз и может выйти 500 грамм. Может выйти 600, 700, 400, может выйти целый килограмм. Это вы уже тоже, ну, смотрите, запишите вот в столбик, какой вы хотите свитер по тем пунктам, что я написала про пряжу, информацию запишите и отнимайте. Берете начальное 500 грамм и считаете. Ну вот я вот так как обычно делаю, то есть я не могу сказать, что на 44 размер нужно 600 грамм пряжи. Это невозможно. Если вам кто-то так скажет, то поверьте, этот человек немножко не подумал, потому что все-таки, если думать конкретно, сколько нужно пряжи, то нужно учитывать все те факторы, которые я перечислила. Всем привет, уже соскучилась. Приветик, Оля. Мне понравилась та пряжа, которой связала горизонтально. Это полумеринос от Пихорки, в нем 500 метров, 100 граммах, 2 нити. Если интересно, то это кросс-бред Бразилия, она мягкая, теплая. Слышали про нее много? Девочки, запоминайте, я буду сейчас читать пряжу, я думаю, что вы сможете себе какие-то пометки в голове сделать, особенно если вы найдете ту пряжу, которую вы хотели. Если какая-то девочка сейчас скажет, что она хорошая, значит берите. Я довязала шапку жаккардом, 4 раза перевязывала. Ой, покажите мне фотографию потом, очень интересно. Приветик, Саша и девочки, привет, Милана. Посмотрела сегодня вчерашний эфир. А я, кстати, вчерашний еще на YouTube не загрузила, потому что он у меня что-то долго загружался, и я вчера, честно скажу, пошла спать. Привет, Карина. Так, BBB Мерина 12. Вот, хорошая пряжа для свитера. Недорогая и состав нормальный. А я хочу купить Drops Andes, как он называется, 100 грамм, 95 метров, мужу вязать свитер. 100 грамм, да, нормально, хорошо. Если это мужу и если эта пряжа толстая, ну да, будет красиво. Приветик, приветик. Когда интенсив начинается? 18 декабря. Так, я взяла 750 грамм мериноса. Я думаю, хватит с головой. Я вязала на размер 44-46 из мериноса широкенький свитер, и у меня ушло 650 граммов. Там были араны.
Саша, вот зашла в прямой эфир и сразу вязать захотелось. Ха-ха, Соня молодец. Пошла варежки мужу делать. Давай, давай, давай. Елена, я тоже из пехорки себе выбрала пряжу с мериносом, но тут что потолще. Шапки из нее отличные получались. Вот, запоминайте. Взяла по килограмму и себе, и мужу. Ого, по килограмму, да. У вас останется, Карина, мне кажется, еще у вас, у тебя останется еще и кусочек от твоего, кусочек от свитера мужа, и можно будет еще что-то связать. Так, интенсив предполагает что? Совместное вязание? Да. С проверкой домашних заданий и со всей теоретической и практической частью. Привет, девочки, Саша, на платье с ранами до середины бедра сколько примерно нужно? Приветик. Тоже тяжело сказать, потому что я перечислила, зависит много от пряжи, от размера, узор и длину я знаю, а раны и середина бедра. Мне кажется, что грамм 800 плюс-минус, то есть может уйти и 700, может уйти и килограмм. Ну, смотря какой размер и какой состав. Так, что за посылка тебе пришла? В сторис выкладывала. Мне еще не пришла, это мне скинула другая девочка. Но это все мое, как оказалось, да, мне сделали сюрприз. Моей интернетной подружки, как я вас всех называю, на день рождения. Я так понимаю, что каждая прислала подарочек какой-то, что-то, я не знаю что, я еще не видела это, просто вот фотографию мне скинули. И 8 декабря я это все буду тщательно открывать. Мне кажется, что я спать точно не буду, потому что мне предстоит открыть очень много подарков и посылок. Я потом вам расскажу и покажу что-то, мне тоже очень интересно. Но это подарки на день рождения, скажем так. Так, я запомнила, что Араны много забирает пряжу. Да, да. Сашенька и девочки, приветик, приветик. Я купила ниточки BBB с альпака Baby, шелк, акрил, 25 грамм, 150 метров. У меня 7 моточков, боюсь, не хватит. Сашенька, подскажи, как мне быть из этих вязать или что-то другое купить? Так, 7 мотков, 25 грамм. Это мне очень тяжело дается, девочки. Особенно, когда эфир, я теряюсь. 175 граммов, но там Baby Альпака, шелк акрил. Если я бы не советовала вязать из этой пряжи аранами, мне кажется, лучше эта пряжа раскроется в каком-то простом узоре. Если вы будете вязать толстыми спицами, вам может хватить, я скажу так, но я не уверена. Я буду из Alize Royal или Пехорка Мериносовая, еще выбираю. Хорошо. Я всегда покупаю пряжу с запасом на проект, потом обмениваю в магазине. Ого, какая предприимчивая, еще и обмениваешь потом. Прикольно, но это, конечно, очень удобно, если продавцы идут навстречу, у нас пряжу не меняют. Ну, по крайней мере, я не пробовала. Я хочу себе связать старшему сыночку, младшему сыночку и в подарок. Кого же выбрать? Вяжи всем, Залина, 100% не ошибешься. Вяжи всем, мне кажется, тем более ты успеешь, если вязать деткам. И еще плюс в подарок. Ну, я думаю, что можно успеть. Запись будет, да. Добрый вечер, приветик, Света. Вяжу из дроп слима, очень нравится, 100 метров в 50 граммах. Вот, запоминайте. Спасибо за эфир, сижу, вяжу свой горизонтальный, хочу с вами новый интенсив. Давайте, присоединяйтесь, еще времени, мне кажется, достаточно. И горизонтальный можете довязать, и начать с нами следующее. Так, не колется ли лима, спрашивают. Сейчас буду читать. Я тоже дроп с лима взяла, пока ни разу из нее не вязала. Она колючевата, но мне нормально. У всех разная чувствительность после ВТО, образец мягкий. Да, это нужно как с шапками. Это нужно смотреть, насколько конкретно вам колется или не колется. Потому что некоторым колется вот прям самая мягкая пряжа. Кому-то не колется вообще даже мохер турецкий. Хотя я считаю, что он такой не очень приятный. Так, мне тоже главное не колючая. Спасибо, тоже склоняюсь к другой. Долго думала, решила твое мнение сделать решающим.
Я бы, наверное, связала такое что-то воздушное из этой пряжи толстыми спицами, чтобы раскрылась красиво ниточка. А если вязать что-то с вточным рукавом и с аранами, то, наверное, что-то более стильно скрученное, более толстое, ну и такое, которое бы хорошо держало араны. Хорошо держит араны пряжа, которая упругая, которая не пушистая, которая не пушится после влажно-тепловой обработки, которая нитка хорошо скрученная, и она, сама по себе держит форму. Вот поэтому меринос и хорош для аранов, хорош тем, что он очень хорошо пружинит, и, знаете, такие араны косы, они становятся еще более выпуклыми, более рельефными, потому что меринос как бы их немножко стягивает. Это очень хорошо смотрится. Даже, мне кажется, вот турецкая полушерсть, всем известная, она не так красиво ложится. Да и вообще, в принципе, меринос ложится лучше. Поэтому я считаю, что в нашем случае можно вязать из мериноса, либо меринос плюс хлопок, либо просто хлопок. Вот то, что хорошо скрученное, то, что красиво, рельефно ложится в вязании. Вот, как-то закрутила. Так, интенсив начнется в понедельник, 11 декабря. Оксана, мы подумали немножко, и с девочками пообсуждали вот вчера в эфире. Я подумала, мы, наверное, начнем 18 декабря, чтобы и я успела, и после дня рождения немножко передохнула, потому что 8, 9, 10 мы будем отмечать, потом 11 интенсив. Мне кажется, что впечатления от моего дня рождения, они могут немножко перечеркнуть радость от начала интенсива, потому что я люблю начинать интенсив, люблю записывать в таблички, люблю планировать, делать там всякие свои картиночки, которые соответствуют дням интенсива. Поэтому думаю, что вот как раз неделю я оставлю для того, чтобы подготовиться к нему и немножко отойти от дня рождения. Добрый вечер, Сашуль. Приветик, Наталья. Наталья, кстати, скажите мне, пожалуйста, вы мне присылали посылку или нет? Ну вот я имею в виду посылку на Досычева, на наш адрес, который я даю. Напишите, пожалуйста, потому что пришла посылка, и по фамилии вроде бы она от вас. Могу ошибаться. Мне, ну, важно знать, что я знаю, от кого посылка. Я ее еще не получала, если что, открою 8 декабря. Так, Росбред Бразилии мягкая, от пехорки, но на раны лучше в 2 нитки. Да, она тоненькая, лучше в 2. Добрый вечер. Может, вопрос уже звучал, не знаю. Я живу в сельской местности, магазинов пряжи у нас нет. Откуда посоветовали бы заказывать пряжу? Брала несколько раз у Кудель. Я покупаю пряжу в магазинах siamak.ru. Мне там нравится и девочка, и сам магазин. Я имею в виду пряжа. Я покупаю в Рукоделие Ростов, я покупаю в Швейторге, у них есть тоже интернет-магазин. Я покупаю иногда пряжу в triskeli.ru, потому что там есть очень хорошая такая дорогая пряжа. Я покупаю пряжу на сайте пряжа.ру, там тоже мне очень нравятся девочки, они мне очень во многом помогли, когда не было пряжи, они каким-то вот чудом находили ее для меня. Ну вот. Я вроде такие все самые, знаете, основные, где я заказываю регулярно, так более-менее время от времени перечислила. Также есть еще, ой, уронила. Также есть еще в Инстаграме много разных страничек. Посмотрите, поищите, по отзывам почитайте. Если много комментариев, если много подписчиков, значит, Инстаграм хороший профиль. Я заказывала один раз через Инстаграм. Кстати, у меня до сих пор лежит посылка не открытая, она у меня уже, наверное, лежит, ну, чуть ли не год. Ну, наверное, полгода точно. Я все хочу ее открыть. Вот, да, представляете, у меня уже выработалось, у меня раньше такого не было, выработалось уже такое терпение, что у меня полгода лежит неоткрытая посылка с пряжей, и как-то она так и лежит. Там 2 упаковки пряжи. Я сниму выпуск, что внутри, вместе с вами мы ее откроем. Давайте, кстати, откроем ее на днях, вот завтра, послезавтра, пока у нас нет интенсивов, чтобы снять этот выпуск. Давайте вместе, точно, я придумала. А, не помню, честно, что там за пряжа, там какой-то меринос. Наверное, BBB Full, наверное, он. Вот я заказывала через Инстаграм. Так, привет, у меня 70 бэби альпаки, 20 поли
амида, 10 меринос или полиакрила. Взяла 600 грамм. Хочу на мужа вязать, очень надеюсь, что хватит, таранов не будет. Ну, смотрите, если у вас бэби альпака 70%, значит пряжа легкая, значит 600 грамм вам должно хватить. Если аранов не будет, и если муж худенький, ну, знаете, не толстый, тогда, думаю, хватит. Из какой пряжи свитер на вас? Этот свитер мы вязали, кстати, не в интенсиве, но в прямых эфирах. Вот в мои первые прямые эфиры, когда мы вместе вязали свитер регланом сверху вниз, это пряжа Картапу Меланж Вул. Хорошо, кстати, носится, мне очень нравится. Вот я его уже ношу достаточно долго, и он пока как новенький выглядит, мне очень нравится. Ну, конечно, немножко есть тут какие-то такие потертости, но это нормально, пряжа пушистая, поэтому я к этому была готова. То есть выглядит он более-менее хорошо. Девчонки, приветик, Сашенька, приветик. После твоих эфиров я наконец-то связала шапку-резинку для мужчины. Сейчас слушаю тебя и с дочкой вместе вяжем. Круто! Привет, дочки! Спасибо вам, что вы со мной. Саша, добрый вечер, добрый. Я совсем случайно напала на вас и не хочу уходить. Слышу про интенсив. Говорите, можно поговорить, о чем он в 2 словах. Добрый вечер еще раз. В интенсиве мы вяжем все вместе в прямых эфирах какое-то одно изделие. Каждый день я рассказываю какую-то часть, то есть мы вяжем от начала до конца. Если вы вообще не разбираетесь в вязании свитера, 100% вы свяжете его. Я сейчас, на данный момент, я могу это говорить очень уверенно, потому что за спиной моей уже 6, по-моему, интенсивов или 5, и девочки вязали новенькие, которые не умеют, которые умеют, которые опытные, вязали всякие, у всех получалось. То есть я объясняю от того, как вязать образец, до того, как сшить изделие, до того, как сделать его ВТО. Все расчеты рассказываю. Вязать вы можете на любой размер, любой пряжей, любым узором. Я расскажу так, что вы сделаете расчеты конкретно для своего свитера. И, естественно, у нас есть домашние задания, то есть вы выполняете какую-то часть работы, я проверяю это домашнее задание, и вы мне сдаете следующее. Если вы выполняете все задания и успеваете связать свитер за время интенсива, а следующий наш интенсив будет 4 недели идти, то в конце вы получаете сертификат о прохождении нашего интенсива. 220 метров, 100 грамм, забыла написать. Ой, мне кажется, хватит. Пряжа есть тоненькая. Я подумываю о пряже Ярна Full 100, 100% шерсть, мериноса, Италия, но она дорогая. Кто вязал? Если это 100% натуральная пряжа, то я думаю, что стоит из нее попробовать связать. Тоже брала на пряжа.ру и клубочков нет. Ага. Запоминайте, пряжа.ру, клубочков нет. Ой, почему нет? Почему такое название? Наоборот, может быть, там узелочков в клубочках нет, что-нибудь такое. Приветик, приветик, Надежда. Мне понравилось, пробовала, вязала шапку, отлично. Это мой будет первый свитер, может что-то недорогое из пряжи и не колючее. Вспомнила, как сегодня от вашего поста полчаса улыбалась. Ух тышка. По поводу ваших слов пообщалась сама с собой, ухожу довольная. А так оно и происходит. Вот я сейчас сижу, в доме тишина, а я тут общаюсь. И сижу, смотрю. Мало того, что я смотрю на себя в телефоне, так еще у меня тут запись ноутбука идет, и я еще себя на себя и в ноутбуке смотрю. И получается, я тут так сама с собой. У меня Василек лежит, упаковка Картапу. Интересно, 5 мотков на размер 46 хватит? Но опять же, какой состав, какая длина, какой размер я знаю, какая длина, какой узор вы хотите. И тогда, может быть, я что-то скажу. Но 5 мотков, если мотки по 100 грамм, на 46 размер, я не уверена. Не знаю. Мне кажется, хотя бы 6 надо. Может, 5 и хватит, если вы будете вязать. Что у меня с головой? Все время какие-то буквы вставляю. Если вы будете вязать спицами толстыми, если пряжа легкая, может быть, может быть. Здравствуйте, очень приятно вас видеть. Здравствуйте, спасибо.
Я все прочитала, получается. Ну вот. Но самое главное, что немножко про пряжу рассказала, вот капельку-капельку. Я думаю, что кто услышал, те хоть как-нибудь, может быть, полегче вам будет с выбором. Вообще, скажу честно, я люблю, заходить в интернет-магазин, либо в физический магазин. Это как я раньше делала, еще 100 лет назад, и смотреть. И вот какой цвет мне понравится, я уже тогда смотрю состав. То есть я вообще выбираю по цвету. Вот мне цвет понравился, смотрю состав, если состав устраивает, я беру, потому что, э, мне кажется, что важно именно, чтоб пряжа радовала глаз, чтоб свитер радовал глаз. А так, если вы знаете конкретный состав, тогда точно так же смотрите м, по всем наличиям в интернет-магазинах этой пряжи, какие есть цвета, и выбирайте уже цвет. Так, на ребенка 3 лет 250 грамм хватит? Ой, вот у меня с детской одеждой, не так четко работает голова, потому что детского я, в принципе, не так много вязала, и у меня еще, знаете, глаз, такой не наработался на то, какое количество пряжи нужно. То есть, если на взрослого я вспоминаю заказ и представляю, сколько я связала моточков на этот свитер, там, я не знаю, платье, то на детей я вот так не помню. Прям вот, чтобы, знаете, много было разных деток, на которых я вязала. 250 грамм на ребенка 3 года, я думаю, что хватит. Но это я так думаю. А как на самом деле, не знаю. Так, в общем, не рискую тогда. Это насчет 5 мотков на 46 размер. Надо знать ваш состав, надо знать вашу длину, надо знать ваш узор. Добрый вечер, Сашенька, добрый. Хочу тоже с вами связать свитер для сына. Купила пряжу Drops Аляска, 50 грамм, 70 метров. Вязать буду на рост 140, 10 мотков мне хватит? Хватит. Вот, кстати, знаете, может быть, из-за того, что у меня нет своих детей, но я еще в росте не ориентируюсь, потому что мне, когда заказчицы пишут, у меня такой-то рост ребенка, я, во-первых, переспрашиваю возраст, а во-вторых, я иду сразу в Google смотреть, какой рост соответствует какому возрасту. Потому что вот по возрасту я представляю, какой ребенок, и я знаю, что есть детки побольше, есть поменьше. Рост 140, я сейчас, я не знаю, какой это размер, но я понимаю, что должно хватить, потому что это 500 грамм, и мне кажется, что 500 грамм на ребенка хватит. На меня хватит 500 грамм. Саша, вчера была запись эфира на YouTube, она будет, потому что я ее не выложила еще. Будет, я сейчас после эфира загружу 2 записи. Вчера у меня что-то не грузилась она. Вернее, грузилась, но очень медленно я пошла спать. Так, 100 грамм, 170 метров. Видите, еще и пряжа толстоватая. Обычно толстой пряжи уходит капельку больше, поэтому Дина, мне кажется, 5 мотков может не хватить. Так, только на лицевую гладь. Да, на лицевую гладь толстыми спицами, чтобы так, знаете, не плотно совсем было, да, ну и не рыхло, просто вот нормально, скажем так, может быть. И если короткий свитер. На 3 года хватит, пишут девочки, да. Вязала на 2 года, хватило 200 грамм. Саша, если я правильно поняла, то лучше взять на раны меринос, а не мерсеризированный, вот это вот слово, которое я не могу никак выучить, хлопок. И светлую, а не темную, так? Хлопок можно. Хлопок араны тоже очень хорошо держит. Потом, после стирки, хлопковые араны, можно я так буду их называть, они немножко выглядят плосковатыми, то есть немножко плоские, но в то же время очень хороший рельеф получается. То есть за счет того, что немножко там игра света и теней, очень хорошо видно на хлопке все косы, все раны, все жгутики. Можно вязать из хлопка, и я советую, если вы не хотите, предположим, свитер жаркий, а хотите свитер на весну, но с аранами, темную, светлую. Ну, например, на супер темной пряже, какой-нибудь черной, темно-темно-синий, темно-темно-темно, какой-нибудь там вишневой, может и не видно араны. Ну, знаете, так видно, но сдалека будет просто однотонный свитерок. То лучше взять посветлее. Например, если темный вы имеете в виду какой-нибудь бордовый, либо, может быть, коричневый, все будет хорошо видно. Главное, чтобы не прям вот до черноты он был темный. Если просто темный цвет, тоже подойдет.
Так, на меня 52 размер, 250 метров, 100 грамм, но сотами на кардиган 79 сантиметров ушло 600 грамм. Так, на короткий кардиган 55 сантиметров, нитки 100 на 100 ушло 7 мотков, то есть 700 грамм. Вот вам на заметку, так сказать, кто думает. Это 52 размер. Спасибо вам, Елена. Так, я вязала на дочку рост 134, платье ушло 500 грамм. Вот, видите, на платье 500 грамм ушло, поэтому на свитер 500 грамм хватит. Дети разные, не угадаешь. Старшему 12 лет, и у него рост 165, а по размерной сетке он должен быть 158. Вот. Я это знаю, потому что вязала как-то, как-то вот так совпало 2 сразу заказа. На девочку 2 года и на мальчика, ой, наоборот, на мальчика 2 года и на девочку, по-моему, 4,5, что-то такое. И они были одинаковые, у них свитерочки были одинаковые. То есть мерки мне скинули мамы, они абсолютно одинаковые получились. Сашуля, спасибо тебе за твои видео. Ой, пожалуйста. Многими пользуюсь, но в кустах. Я скромная бабуля. Так интересно. Тебя очень приятно слушать, ну и смотреть, конечно, одно удовольствие. Оля, спасибо вам. Кстати, мне кажется, что вы не в кустах. Я вашу аватарку помню. Вы, мне кажется, уже где-то писали. Так, поболтаешь с вами, девочки, идеи рождаются. Думаю, может, мне из моего килограмма платье связать? Карина, да. Сашенька, на 46 размер, 200 грамм ангоры, 500 метров в 100 граммах. Это имеется в виду, хватит или нет? 200 грамм, я не уверена. Ангора тоже легкая. Ангора любит спицы потолще, потому что ангора очень хорошо раскрывается после стирки, причем она раскрывается все больше и больше после каждой следующей стирки. У меня есть несколько свитерочков из ангоры, и они чем старше становятся, тем они пышнее, и тем они более теплые, что ли, более объемные. Поэтому, в принципе, вот не могу сказать насчет 200 грамм, серьезно. Мне кажется, 300 грамм хватит. 200, еще и 46 размер. Я просто боюсь ошибиться. Так, Сашенька, лучше, наверное, полухлопок, он будет полегче, фибронатура или джинс. Да, полегче будет точно, потому что сам по себе 100% хлопок, пряжа тяжелая. Подскажите, какой лучше выбрать узор, чтобы не полнил? Ой, я про это напишу еще пост, про то, как связать свитер с аранами, который не полнит. Я соберу всю информацию, которая у меня есть в голове, исходя из своего опыта, исходя из того, что я видела. Но вообще, так коротко скажу вам, советую вам не использовать крупные косы, которые широкие и которые очень объемные. То есть лучше делать переплетения пореже и лучше либо их делать мелкими, либо если вы хотите широкую косу, то делать не вот сразу переплетение, там, предположим, 5 на 5, а делать постепенно. Сейчас очень модно шапочки были в этом сезоне, когда косы плоские, когда вы в каждом рядочке постепенно делали переплетение на одну петлю, то есть смещались на одну петлю, таким образом косы максимально плоские получаются, совсем не объемные. Вот такие косы можно использовать. Обязательно следите за тем, в каком месте вы полная. Ну, могут быть такие места, как грудь, то есть, например, слишком большая грудь. Тогда не стоит на это место размещать какие-то слишком объемные косы. Возможно, если у вас объемная грудь, но, например, ручки не очень толстые, тогда можно на ручках пустить косы. Если у вас большой живот, тогда советую тоже не использовать объемные косы, иначе у вас живот будет еще шире, то есть на нем будет акцент. Там, где у вас какие-то крупные элементы, там, где у вас объем, на то место и будет акцент. То есть вам немножко нужно уравновесить ваши широкие части с вашими узкими частями. Если у вас широкие плечи, то желательно тоже вот здесь, например, не использовать какие-то объемные косы. Как это все совместить?
Вы можете посмотреть, связать несколько образцов, чтобы у вас были все узоры плоские, и разместить так, чтобы в каких-то местах у вас самые объемные части были там, где у вас не самые широкие места. Ну, например, предположим, здесь у вас очень широко, тогда вы сюда используете какие-то плоские косы. По бокам у вас не так широко, предположим, да, вот где-то здесь, тогда сюда можно косы более объемные, которые вы хотите. Если вы совсем-совсем боитесь, что у вас будет очень жестко, объемно, и вы станете еще больше, тогда используйте какие-то меленькие косы, и расстояние между косами делайте побольше. Расстояние я имею в виду те изнаночные петли, которые вы вяжете между разными узорами. То есть пусть их будет, например, там, я не знаю, 3 разные косички, 3 разных узора и побольше расстояния между ними. То есть не лепить их рядышком. Также не полнят ромбы. Ромбы — это те же переплетения, да, если можно так сказать, то есть мы переплетаем лицевые с изнаночными петлями, вот ромбы не полнят, хотя ромбы тоже создают некоторый объем. Вот есть такие косы, которые широкие и прям вот совсем, знаете, увеличивают толщину изделия, вот такие лучше не использовать. Приветик, приветик, добрый вечер, скажите, европейский 44-46 размер, это какой российский, чтобы мне сориентироваться? Не скажу. Если есть такой вопрос возникает, я захожу в Google, я вам сейчас это не скажу. Мне листики нравятся, я, наверное, их буду вязать. Да, листики красивые. Кстати, опять же, насчет, чтобы не полнил свитерок. Вы можете использовать ажурные вставки. Вот они тоже утончают ваш свитерок. Вы можете делать какие-то косы, ажурную вставку, еще какой-нибудь там жгутик, например, и будет хорошо. То есть благодаря тому, что у вас будет местами дырчатое полотно, оно будет более воздушным и более тоненьким, и не будет так сильно полнить. Вот, кстати, есть листики, знаете, такие, они и объемные, и в то же время с дырочками. Вот эти листики тоже, я думаю, будут хорошо смотреться. Саша, как к вам присоединиться в интенсив? Есть BBB Мерина, но хотелось бы кофточку на пуговицах больше, чем свитер. Есть 10 моточков, дочке 8 лет, рост 140. Напишите мне в директ, я вам вышлю реквизиты для оплаты. Так, я тоже не худенькая, вот спрашивают, что делать. Саша, чем отличается Yarn Art Jeans от джинса XL, кроме размера спицы и толщины нити? Что лучше? Я так думаю, что ничем, потому что я из XL не вязала, но трогала, и по составу это одна и та же пряжа. То есть просто скрутили побольше ниточек, чем при обычном джинсе. Ничем она не отличается, то же самое в составе и у той, и у той. Сашуля, что за пряжа на вашем свитерочке? Это Картапу Меланж Вул. Сашенька, вы кладезь информации, спасибо. Смотрю с открытым ртом, ладно, хоть зима и мухи не летают. Я про рекомендации для пухленьких, спасибо. Вообще у меня есть ну, некоторое увлечение, что ли. Ну, это такое, знаете, сейчас оно отошло на второй план. Я очень люблю вот эти всякие сочетания в одежде, цвета, фасоны, там, полнит или не полнит, например, полоска. Я тоже очень долго изучала этот вопрос. Вообще люблю на всяких форумах, ой, не форумах, на всяких сайтах, блогах модных сидеть и там рассматривать фотографии, читать статьи. Я люблю очень смотреть фотографии европейских всяких блогеров модных, которые фотографируют людей на улице. В Европе люди гораздо ярче одеваются, и очень много интересных всяких фишечек можно оттуда взять. Я очень люблю эту всю тему, и вообще у нас, когда были блоги, когда мы зарабатывали на рекламе, до вязания еще, ну, не до, это было в процессе и до вязания, скажем так. У меня был отдельный блог про моду, и я там очень-очень-очень с большим удовольствием все эти вопросы освещала. Поэтому, знаете, тут даже не то, что какие-то суперзнания мне кто-то рассказал, и я их выдала вам, а просто мои наблюдения. Может быть, я в чем-то могу ошибаться, но мои наблюдения, я думаю, что в чем-то правда есть, потому что я действительно этот вопрос изучаю. Не только этот, вообще, в принципе, все, что связано с тем, как скорректировать фигуру, как где что надеть, какой цвет, какой принт и так далее.
Я делаю узоры на спине чаще, чем спереди, а то грудь супер. Вот, хороший тоже еще совет. Можете на спине, если вы хотите какую-то объемную косу использовать, но на грудь ее не хотите размещать, можете разместить на спину. Не забывайте, что можно немножко комбинировать разные узоры. Например, спереди что-то мелкое опустить, на спинку покрупнее. И там на рукава точно так же. Если, например, у вас ручки худенькие, а грудь большая, то вы можете на рукава опустить покрупнее, на грудь помельче. Так, у меня пропорционально, в личке скину фото в полный рост. Вот, девочки, я считаю, что хоть я сама худенькая, я, может быть, как-то не объективно оцениваю тех, у кого большие формы, но я считаю, самое важное, чтобы у женщины была талия. Вот если она у вас от природы есть, но если у вас грудь большая, бедра широкие, но если есть талия, то там, честно, вообще не важно, полнит, не полнит одежда. То есть самое главное, чтобы у вас была женственность, чтобы женственность заключалась именно в том, что у вас красиво идет переход от груди к тоненькой талии, к широким бедрам. Если у вас бедра будут хоть 120 и грудь 120, но, предположим, там талия 80, это уже будет красиво. И уже не нужно думать, что какой мне выбрать фасон, чтобы меня не полнил. Вот проблема, конечно, у женщин в основном в том, что живот есть, и вот его нужно как-то скорректировать, куда-то спрятать. Либо еще есть такая проблема, когда бедра тоже очень широкие, и например, низ, фигура груша, например, низ не такой широкий, как бедра, и тоже хочется как-то это все уравновесить. Вот тоже в вашем случае талию подчеркнули, на грудь связали косы объемные, у вас все стало пропорционально. То есть я считаю, ну, я же говорю, что, может быть, со стороны меня худенькая это кажется как-то иначе. Может, если бы я побыла в шкуре женщины, которая комплексует, например, у которой широкие бедра и широкая грудь, но со стороны, глядя на таких женщин, я считаю, что самое важное — это талия. Вот если подчеркнуть талию, неважно, какой ширины у вас грудь или бедра. Так, российский размер плюс 6. О, вот, спасибо. Если 44, значит российский 50. Я тоже обязательно буду с вами вязать, Милана, класс. Да, европейский плюс 6 пишет. Спасибо. Я обычно захожу в Google, я даже не запоминаю. Приветик, я тоже буду жива-здорова, буду вязать. Можно уже сейчас оплатить или позже? Можно сейчас, у нас девочки уже записываются, у нас записалось уже больше 20 человек. И, ну, мне пришло, вот я записывала на днях, а сегодня еще приходили платежи, еще пока их не записала. Вот я не вижу себя в зеркале, кажусь себе стройной. Ой, так это хорошо. Так, разве ярче? Мне кажется, тусклее. А что именно я говорила про ярче? Вот это я уже забыла. Сашенька, очень хочу брошь попробовать сделать бисером. Не будет ли у вас мастер-класс? Мастер-класс я не планирую, но вот я надеюсь, завтра днем получится включить эфир, когда я буду брошку вышивать. Вы тогда можете посмотреть, как я это делаю. Саша, это только в газетах и в телевизоре. Европа тусклая. Имеется в виду то, что ярко, я говорила, Европа ярче одевается. Я, во-первых, не была в Европе, я не могу уточнять 100%, я ориентируюсь на то, что я смотрю всяких блогеров европейских и смотрю, как они фотографируют уличных девушек. И я сужу только по фотографиям. То есть, понимаете, если, например, прошло 100 человек тусклых и только один яркий, то фотографируют одного яркого. И так сфотографировали 10 ярких, выложили в блог, и кажется, что Европа яркая. Почему я сделала такие выводы? Потому что там нет россиян вообще. То есть там не фотографируют российских девушек. Там нет такого, что я зашла на блог к какому-нибудь известному модному фотографу, и я увидела улицы Москвы. Ну, там подписано, какой город. Такого нет. То есть там только Европа, очень много Великобритании, и вот такие выводы я сделала. Поэтому так. Поэтому я не спорю, что там она яркая или тусклая. Заметила только по блогам. Сашенька, у тебя чувство вкуса в цветах, талантище, спасибо. Так, про талию абсолютно с вами согласна. Нет у меня талии, Лена пишет, и бедра уже груди. Вот тогда, значит, нужно расширять бедра. Нужно носить какие-то юбочки такие, которые, во-первых, которые
хотела сказать, крепятся на талии, то есть которые начинаются от талии и расширяются к низу. Чтобы А где сузить талию, разделяться? одна здесь, одна внизу. А где внизу? Не знаю. Я видела ее сегодня. Чтобы сузить талию и чтобы расширить бедра. То есть самое важное сделать талию. Так, Саша, вы прям модельер-дизайнер от природы. Очень люблю ваши эфиры. Спасибо. К сожалению, послеродовой живот остается с нами навсегда. Ну вот я тоже за этим наблюдаю и понимаю, что это самая первая проблема среди женщин. Что грудь вроде есть, бедра есть, но и живот есть. Фигура шкафчика в высоких ножках. Не планируешь снова делать подборки одежды с изделиями Осивия? Так я их люблю рассматривать, очень красиво, интересно и свежо. Карина, мне очень это нравится, я очень люблю. Я, во-первых, это не делаю ни через какие программы, я делаю это с нуля. Вот открываю в Photoshop белый лист и начинаю это все раскладывать. То есть ищу какие-то прикольные вещи во всяких интернет-магазинах, ворую, и туда это все помещаю. Мне это очень много времени занимает. Если я начинаю это делать, то я могу вот с утра до вечера просидеть. Поэтому как бы расставляю приоритеты. Лучше я там выполню заказы, лучше я подготовлюсь к интенсиву, чем я буду делать это. Ну, я очень хочу этим заниматься. И мы, кстати, с Сашей думали насчет нашего блога. Мы хотим его сделать немножко более модным, что ли. То есть не углубляться в сферу вязания, а углубляться в сферу моды, быть как-то ближе вообще, в принципе, к девушкам, а не только к вязальщицам. Вот я думаю, там я разойдусь и буду что-то такое писать, о чем то таком. Я очень хочу снова вернуться к той теме, писать о моде, и, ну, знаете, какие-то свои, что ли, личные наблюдения там высказывать. У меня талия есть, но и попа, дирижабль тоже есть. Это хорошо, Эльвира. Мне кажется, попа никогда не помешает, если есть талия. Ох, была бы я размером 42 в 20 лет. Была. Я размером 42 в 20 лет и весом 49 килограмм, а сейчас монстр. Любите себя сейчас такой, но корректируйте фигуру. Я считаю, что точно так же и про себя я считаю. Я супер худая, и я знаю, что я могу стать более пышной, скажем так, но я ленюсь. И я прекрасно Мы понимаю, худые, но какаем так же много. я худая, но я прекрасно понимаю, что все в моих руках. Вот точно так же и все в ваших руках. Если что-то где-то откорректировать там в плане попы, предположим, то я считаю, что это можно. Если в плане живота после беременности, ну, тут я уже не боюсь, то есть, наоборот, боюсь судить, не решаюсь судить, потому что я к этой теме далека, от этой темы далека. Я не могу ничего говорить по поводу живота после беременности, поэтому про это не буду. Так, спасибо, так, за подсказку. Я с вами впервые. Сохраните эфир, я днем работаю. Эфир я сохраняю, конечно. Я, наверное, приму участие в интенсиве, а то только восхищаюсь работами участниц. Спасибо за ваш огромный труд. Спасибо вам тоже. Пишите в директ тогда, если надумаете. Сашенька, добрый вечер. Расскажите, каких именно блогеров читаете. Добрый вечер. Честно говорю, никогда не запоминала, название блогов. Там какой-то .com и все, больше ничего. Честное слово, никогда не как-то не заглядывала я туда. Мне приходят в телефон, уведомления, если пришла какая-то статья. У меня есть приложение, Санёк знает. Приложение, куда приходят все подписки. И я из этого приложения читаю статьи этого блога. То есть я на сам блог даже не захожу. Вы бы говорили про манеру одеваться в Европе, все серенькое в одежде, обычно иностранцы одеваются ярко или необычные пожилые люди. Действительно, глаз редко, что может выделить в красоте одежды. Ну вот я про это и говорила, про Европу, почему я так сказала. Какой планируется интенсив? Мы будем вязать свитер с вточным рукавом и саранами. Вы можете и без аранов вязать. Ждем ваш модный блог. Спасибо. Только славянские девушки здесь выделяются своей ухоженностью и вкусом в одежде. О, ну про это вы даже порадовали, когда написали. Так, Ирина пишет, у меня есть все. Имеется в виду и попа, и грудь, и живот, или что? Так, я откорректировала себя на 15 килограмм. Вот. Я считаю, что это похвально. Так, Санек опять волнение делает. Санек, ты опять делаешь волнение. Ну, извините.
Да, Сашенька, ты права, все в наших руках, согласна. Русских в Европе видно по макияжу. Не знаю, тоже не могу ничего про это говорить. Так, а я хочу поправиться, но не могу никак. Троих родила, старшему уже 23. Мне 43, а вес все 53 килограмма. Обидно. У меня мама, вот почему я тоже такая худенькая, у меня мама всю жизнь с весом 51-53. Два раза только у нее вес менялся, когда были две беременности, мной и моей старшей сестрой. А так она всю жизнь, она говорит, я с 16 лет 51 килограмм. Ей сейчас 63 года. И она тоже 51-53. Вот в этом районе колеблется ее вес. Она всю жизнь такая, и ей легко, потому что нет лишнего веса. Поэтому я считаю, что вам нужно радоваться, что у вас в таком возрасте такой крутой вес. Поверьте, смотришь на женщин и понимаешь, что все-таки природа берет свое, и после родов многие не худеют, как раньше. Все равно капельку остается лишнего. С кем поделиться лишними 10 килограммами? Мне 3 килограмма дайте, пожалуйста. Мне даже не 3, мне 2 килограммов уже не хватает. Я на один кое-как поправилась. Ну так, знаете, почти. У меня так это тяжело это все дается мне. Ну, тяжело, потому что я, грубо говоря, ничего для этого не делаю. То есть, если бы я поставила себе цель и к ней бы шла, я думаю, я бы поправилась. Ну, так как я просто, знаете, сижу на диване и мечтаю, поэтому оно у меня так медленно. Так, могу отдать своих 10. Вот, берите. Послушала про талию и поняла, что пора доставать обруч. Вот-вот. Все в ваших руках, как писала выше девушка. Так, супер, когда вес стоит. Ну, вот это как бы физиология. Вот, видимо, у меня то же самое. Пока я не буду ничего говорить, потому что, опять же, после родов может все поменяться. Но я тоже, видите, вот сколько мне лет, я, наверное, лет с 15 с одним весом. Уже почти 30 будет скоро, через 3 годика. Санек не кормит. Это я, наверное, Санька не кормлю, потому что мы с ним вдвоем худыши. Мне остальные 7 килограмм дайте, пожалуйста. Ой, мне кажется, 53 отлично. Санек, подкорми немного Сашеньку. Сань, говорят, чтоб ты меня немного подкормил. Ему тоже нужно это. Тоже нужно, чтобы кто-то подкормил. Приезжайте и нас двоих подкормите. Вот это вообще будет тогда идеально. Привет, Саша, ты мой кумир. Ого, ничего себе. Мне всегда так неудобно от таких слов. Я очень много нового узнаю от твоих уроков. Спасибо тебе. Алена, очень приятно. Спасибо вам. Жареной картошечкой с мясом, варениками с творогом и сметаной. Ой, варениками с картошкой давайте. И картошку жареную с мясом тоже принимаю. Саша, беременность может добавить, правда, если захотите. Вернее, когда кормишь и питаешься лучше. Ну, я загадывать не буду, там уже, если такое случится, то там уже я буду по ситуации смотреть. Не люблю, как-то, знаете, планировать то, что неизвестно, как будет, потому что организм может повести себя по-разному. Я смотрю только по своим знакомым, по своим подругам, как это происходит. Кто-то полнеет, кто-то не полнеет, кто-то очень полнеет, кто-то вообще не меняется, поэтому я тут не знаю, что будет со мной. Какое ваше любимое блюдо, может, спрашивали? Я очень люблю вареники с картошкой, особенно мамины, которые мне мама, которые мне готовят. Я очень люблю их. Бутерброд со сметаной и вареной колбасой, и будет вам +1 килограмм. Ой, я вот сегодня съела такой бутерброд. 2. Это после того, как я пообедала. То есть я пообедала плотно, и я потом съела бутерброд, и потом я запила чаем с печеньем, и ничего, у меня ничего не происходит. Я могу съесть очень много бутербродов и очень много булочек, и со мной ничего не произойдет. Ну вот ничего. Все время хотела спросить, на заднем плане это все твоя пряжа? Да, пряжа моя. Это я в своей комнатке. Бутерброд с майонезом и вареной колбасой, еще сыр. Ну вот, я же говорю, что я съела такой 2 и ничего. Я могу так есть каждый день и все равно ничего. Потому что здесь я считаю, что я набрала свой вес,
такой, который вот моему организму нужен. То есть все, он уже все взял, что хотел. Ему этого достаточно. Если я хочу, вес свой повышать, то я считаю, что нужна определенная диета, нужен спорт обязательно, нужно, может быть, я не знаю, какой-то активный образ жизни, чтобы я, чисто физически начинала набирать вес. Плюс питание, я же говорю, та самая диета, где нужно подсчитывать калории постоянно, через каждые 2 часа есть, там углеводы, белки, что там едят, я не знаю. Тогда что-то наберется, но это тяжелый труд, и я как-то пока не готова. Так, не всем помогают бутерброды. Да, да. Быстрый обмен веществ. Да-да-да. Какая именно это пряжа? Ой, что за пряжа? Конституция у всех разная, да. Природа у вас такая, если мама худенькая. И папа худенький, они оба худенькие. Это наступает после 28, обмен веществ нарушается и мало движения. Ну вот посмотрим, скоро мне будет, через год и 3 дня мне будет 28, посмотрим. Саша, привет, включила эфир, а тут разговор о весе. Камила говорит, что вы с Сашей в один день родились и обе хотите вес набрать. Я тоже хочу вес набрать, а все никак. Ой, я не знаю, 17 секунд осталось. Вот моя подруга может слона съесть, и ей ничего. Я посмотрела на еду и плюс 1 килограмм. Да, у меня было 2 подружки, которые до родов были бегемотики, а родили и стали как ты почти. Все, 2 секунды, всем пока, до завтра. Вам тоже пока.